Хочется рассказать такое личное, но с таким вот национальным, не знаю, что, например, как ты, не знаю, там, влюбился в нееврейку какую-нибудь или в еврейку. Его же родители будут смотреть, наверное, неудобно. Да? Мы очень скромный народ. Да. Да, будешь. Уважение к родителям. А что мы сейчас делаем, Даниэль? Почему твоя мама здесь? Что она делает? Потому что моя мама хочет сниматься в фильме. Да. Только тут будете сидеть. Да. А ты хочешь увидеть свою маму в фильме? Да. В каком? Надо же, как я свой любимый анекдот вспомнила. А если бы он был бы... Еврей-дворник? Да, если бы вы мне прислали такой вопрос, я бы в жизни его не вспомнила. Хотя это правда мой любимый анекдот. Ну, слушайте, ну ведь наверняка же есть евреи-дворники. Нет. Записывайте, да или нет? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алексей Полтавский, автор проекта «Закулисье», на котором мы разговариваем с молодыми людьми разных национальностей. Несколько лет назад мы с моим товарищем бродили по Москве и думали, чем же заняться в летний пятничный вечер. Но в итоге мы заглянули в синагогу, где нам указали на выход по какой-то причине. Может быть, мы не соблюли какую-то традицию, или, может быть, надо было надеть кипу. И затем мы заглянули в православную церковь, которая стояла напротив. Там милые бабулечки в платках также сказали, что мы не особо желанны, потому что слишком много радости в этот пятничный вечер было на наших лицах. В итоге мы закончили этот одиозный вечер в баре и почувствовали себя настоящими антиклерикалами. Сегодня все будет по-другому, потому что мы поговорим с горскими евреями про их традиции, культуру. И этот разговор состоится в хоральной синагоге. Подписывайтесь на канал «Закулисье рода». Мы говорим с молодыми, интересными людьми разных национальностей. Выходи, выходи туда теперь. Вы меня гонять будете? Да. Да. Возраст сейчас у него. Так. У вас бывает, кстати, хайп? Да. Я буду, если что, комментировать. Как я вас представляю, я что-то забыл. Ну, Преподаватель танцев Да. и английского языка Да. Карина. А ты, я скажу, что ты глава киноклуба. Я думаю, сказать, а если не будет продолжаться кино? Ну и что, ты же был им, какая разница? Я тоже сейчас в декрете, я тоже сейчас не преподаю танцы. Короче, да, ладно, Глава забыл киноклуба. из заслуги, что. Да, конечно. Это же нормально. Нормально в 21 веке менять профессию каждые 5 лет, сферу деятельности. Итак, наши герои. Борис Нисанов, глава киноклуба, активист горско-еврейской общины, и Карина Асаилова, преподавательница английского языка и танцев в еврейской школе. И первый вопрос, который мы стандартно задаем. Расскажите, откуда вы и ваши предки? Меня зовут Борис Нисанов, как вы уже представили. Я из города Махачкалы. Родился там и жил до 21 года. Потом переехал в Москву. Предки мои в основном из Дербента. Ну, один дедушка из Хасавюрта, получается, родом. Когда и как ты понял, что ты еврей? Ну, как правило, у горских евреев, во всяком случае, кого я знаю, не стоял с рождения вопрос о самоидентификации. Мы с самых пеленок всегда знали, кто мы. То есть это всегда было известно, и какой-то такой душещипательной истории, как мы к этому пришли, вряд ли услышите. Также. Я также с Махачкалы, с Дагестана.
в 20 лет переехала в Москву, вышла замуж. И также все мои предки из Махачкалы, только бабушка буйнакская, моя буйнакская еврейка. А так все мои предки махачкалинские. А буйнакская еврейка это что означает? Это Дагестан тоже, только другой город. Но каких-то культурных различий между Нет, ними? абсолютно никаких. И ты так же, как Борис, всегда знал, что ты еврейка, еврейская Да. девушка. Да. А вот как вообще приходит это понимание? То есть вы маленькие дети, живете в еврейской семье, вы понимаете, что ваши родители говорят на джури, что они исповедуют иудаизм. Вот как это проявляется в сознании? То есть Я в какой скажу, момент? Во-первых, даже различия с соседями. То есть мы зажигаем всегда на шаббат свечи. У меня бабушка очень за этим всем следила и меня обучала, учила. Я знала, что мы зажигаем свечи, другие не зажигают на шаббат. Мы соблюдаем какие-то праздники. С самого детства нам говорят, это такой праздник, это такой праздник. То есть, вот как Боря сказал, у нас не было такой истории, чтобы я к этому пришла. Это все с пеленок. Вы помните самый интересный случай, который когда-либо произошел в вашей семье, связан с вашим родом, с вашей семейной традицией? Ну, вообще много интересных историй, конечно. Могу рассказать одну, которая произошла не так давно. Это было на моей свадьбе. У нас традиции, обычаи. У невесты бывает своя свадьба, у жениха своя. То есть мы играем две свадьбы. Сначала бывает свадьба невесты, жених приходит, забирает невесту с ее свадьбы и увозит на свою. И вот моя свадьба была в Махачкале, а мужа свадьба, жениха на тот момент, была в Израиле. И началась война, перестрелка, бомбежка. И нам сказали, самолеты не летают, вас не выпустят, даже не впустят, вернее, в страну. Даже не пытайтесь сюда приехать, будете живее, сидите дома. Но мы все равно рискнули, мы полетели. Свадьба у нас началась под бомбежки, под сирены, под звуки сирен. Ну, прям в самый разгар свадьбы забежал дядя и объявил, что заключили перемирие. И мы все вдвойне были рады. Ну, мне кажется, это как раз Да, это знак, был такой день, знак очень... такого благополучного брака, поэтому желаю вам удачи. Спасибо. А у меня вот буквально года 2 назад из Чили приезжали 2 брата. В общем, как оказалось, это наши родственники. Получается, что у моего прадедушки был брат, который в далекие годы, еще до гражданской войны, переехал в Чили, завел там свою семью. И спустя несколько поколений молодые люди захотели побывать в Дербенте, захотели побывать на Кавказе, узнать свои корни. То есть всегда интересно вернуться к своим истокам, и они спустя в общем, несколько поколений они вернулись, и даже в Израиль потом полетели и собирали там весь род Ханукаевых. На эту встречу собралось большое количество людей. Какой совет или рекомендацию вы получили от своих предков, бабушек, дедушек, отца, матери, и вот это является прям ценным для вас? Такое что-то горско-еврейская такая рекомендация или совет от предков? Ну, жить по совести. Какого-то такого уникального совета, который характерен для нашего народа, я не скажу. И как, в общем, все традиции передавались из поколения в поколение, в том числе мы сохранили свою кухню, свою музыку, там, фольклор, культуру. И Именно горско-еврейские. да, достаточно самобытный у нас народ, который имеет. Я думаю, что самое главное, у нас этому учат с пеленок, что мы должны почитать старших. Когда входит в помещение взрослый, мы должны встать, проявить уважение, всегда уступить место. Я также вот часто езжу в метро, вижу, как дети сидят, родители стоят. У нас так не принято, не положено. Я думаю, что вот это тоже момент такой. То есть это не только беременные женщины, Нет. женщины. Взрослый человек обязательно нужно встать. И вообще в помещении, если заходит мужчина или взрослая женщина, нужно обязательно встать.
А насколько это вообще используется вот в повседневной жизни? Но у нас это как прям обычное дело. То есть я удивляюсь, когда так не происходит. Поэтому для меня это, не знаю. Я же говорю, вот я вижу, когда в метро сидит ребенок, а взрослый человек стоит, меня прям начинает колотить. Я думаю, как так? Ты мать, ты не видишь, что он сидит? Скажи ему, чтоб встал. Вот. Да, почитание старших такой Это для нас важный очень постулат, важный момент. который, как бы, Один из самых. фундаментальный в характере. Тогда, получается, если как-то вот это зарезюмировать, то какие 3 самые важные ценности горско-еврейского народа? Почитание старших, Цель- соблюдение религии, традиций, обычаи, праздников. Ну и целеустремленность, Ну, как бы да. большинство горских евреев в разных сферах добиваются лучших результатов, чем То есть вы бы сказали, что это почитание старших, следование Да. канонам религии Да. и такая целеустремленность в жизни. Да. А вот вы сказали про выражение какое-то, если мудрость. Я вам сейчас скажу мудрость, которую мне говорит мой папа всегда. Счастлив человек не тот, у кого много денег, а тот, кто может правильно ими воспользоваться. Правильно ими воспользоваться. Здорово. Ну, вы прекрасно знаете, что существуют стереотипы о евреях, то есть скорее даже не о кавказских евреях, а о евреях вообще, что евреи жадные, что евреи хитрые и так далее. Вот. А если говорить именно о стереотипах, которые существуют в отношении горско-кавказских евреев, то есть какие вы бы назвали, какие наиболее вас, например, раздражают? Я скажу так, вот на самом деле щедрее, чем горские евреи, я таких еще не встречала, они самые щедрые. Вот на свадьбу приходят, невеста танцует с женихом, вы просто себе такое не представляете, вот так пачками деньги кидают на свадьбу. Вот этот стереотип меня прям обижает всегда, потому что я вижу, какой мой папа, какой мой муж, какие мои братья. И я щедрее, есть такое слово щедрее, людей, правда, не видела. Очень щедрый народ мы, горские евреи. Боря, а тебя что? Один из таких стереотипов, ну, вернее, даже это ошибка, то, что там, история, имеющая 100-150 лет назад, нас записывали тата. Это ошибка, которая идет, и просто очень близки эти два народа были, имели практически общий язык, и такая ошибка пошла. Конечно, сейчас такого нету. Горские евреи отдельная, то есть национальность, которая не имеет общего с татами. Таты — это не горские евреи. Это ошибка, да, нас записывали, и даже родители. Вот у меня, у папы 2 брата, 3 родных брата они. У одного написано тат, у другого евреи, у другого горские евреи. А национальности? Ну, естественно, другая. горские евреи все. Да. Если мы говорим о национальном характере горских евреев, который, конечно, сформировался в том числе благодаря семье, вашему воспитанию, то вот для вас, ребят, какие черты являются отрицательными, какие положительными, если вы пытаетесь объективно на это взглянуть, на себя со стороны, как на горских евреев? Уважение к старшим – это положительно, я считаю, что это очень важная черта. Мы щедрые, это мне тоже очень нравится. А вот отрицательных не могу назвать, правда, нет таких. Борис, может быть, ты с отрицательными поможешь? Я правда сейчас не лукавлю. Не слышал о таком. Я правда не знаю даже, что сказать. Ну вот я думаю, что некоторые люди бы, они могли сказать, что отрицательная черта — это некая закрытость вот в своей группе социальной, такая нетерпимость, может быть, к чужакам, вот к этому такому глобальному миру 21 века. Я бы не сказала, что мы такие. Не закрыты, и большинство из нас, тоже Карина не даст соврать, имеем большое количество людей, друзей и достаточно близких людей с других национальностей и вероисповеданий. Это нормально, то есть это... Как правило, горские евреи живут все на Кавказе, там очень много национальностей других, и мусульман много, мы все общаемся как одна семья. То есть нет. А вот что касается мусульман, горские евреи, они в течение практически всей своей истории, точно уж с момента их пришествия на Кавказ, были окружены мусульманами. Да. Вот как вам удалось жить с ними в мире?
Да, особенно с учетом конфликта, который существует между Палестиной и государством Израиль, затяжным неразрешаемым конфликтом. У вас были когда-то дискуссии? Вот... Дискуссии бывали, конечно, но чтобы каких-то там споров серьезных нет. Все мои подруги, друзья, все махачкалинки. Я до сих пор с ними со всеми дружу. Да, ну нет, возможно, там что-то есть, но это политика, которая Ну как да, бы... как там. Мы вне политики. Мы вне политики, это раз. Во-вторых, в Дагестане достаточно дружелюбно. И то же самое, я уверен, в Азербайджане. Я вижу своих друзей, которые там с Азербайджана, горские евреи, с Красной Слободы и так далее. Очень близко дружат с тем народом, который там проживает. Мы никогда не имели разногласий никаких, таких фундаментальных, конечно, возможно, какие-то, но это бытовые моменты, которые как бы могут случиться в пределах одной национальности. Бытовой антисемитизм на Кавказе. Заново. Да. Даниэль Сейчас прям. Даниэль Да, мне кажется, вообще. Даниэль — это нормальный еврейский ребенок. Точно. Абсолютно. Вопрос, значит, Зашел, пошел. а есть, кстати, такое еврейское качество, называется хуцпа. То есть считается, я не знаю, на иврите это или на идиш, но это качество, которое обозначает такую настырность и сверхнаглость. И причем это качество, некоторыми оно, естественно, трактуется в негативном ключе, но в целом, в принципе, в нем ничего плохого нет, потому что оно помогает добиваться разных Я считаю, что это поставленных целей. хорошее качество. Оно присуще евреям, вы считаете? Вот настырность такая, упорство. Настырность, да, но прям- наглость нет. Настырность, да. То есть, мне кажется, если ты поставил цель, и ты должен настырно добиваться этой цели, тут ничего плохого Да, нет. Это очень хорошее у- качество. У большинства По крайней мере, я такое такая. только До интервью с вами я приехал с утра в эту синагогу и поговорил с председателем Московской общины горских евреев Рагимом Арит Давидовичем, который рассказал мне про антисемитизм на Кавказе, и он отметил, что, на его взгляд, никогда евреи, в том числе горские евреи, не были в таком благоприятном положении, в котором они есть сейчас. Ага. Что при советской власти, как он выразился, и при Андропове, и при Хрущеве, и при Горбачеве, он сталкивался с проявлениями бытового антисемитизма. Вот Ну, он... мы помладше старины, мы уже не застали этого. Что тебе скучно ребенку будет, нет? Это папа, у нашего папы политика. Не ругай, он мальчик. А как это не ругай? Чтобы он на голову залез? А, не ругай, он мальчик, это, Он кстати, мальчик, не надо его зашугивать, заругивать. ну, это, мне кажется, отличный подход. Ну да, так в меру. Он не разрешает кричать на него, особенно перед кем-то, он прям так остро реагирует. Зачем ты перед Мы всеми продолжаем, его Лёля, ругаешь? Ой, Да, это да? хорошо. Итак, значит, мы с вами сейчас поговорили про именно кавказские, такие горско-кавказские традиции. Еще продолжим разговор на эту тему. А вот, на ваш взгляд, зачем горским евреям сохранять свои кавказские традиции, с учетом того, что, например, на Джури говорит уже не так много населения, что многие кавказские евреи, они переезжают в другие населенные пункты, то есть в Москву, в другие города. То есть вот зачем эта привязка именно к своему кавказскому наследию, если вот этот кавказский элемент, он просто связан с тем, что евреи живут в этом регионе. Как вы думаете? Я считаю, что очень важно сохранять свою самобытность, когда есть и интересная культура, интересная история. У нас в Москве, допустим, есть фонд Стмеги, за что спасибо большое, огромное Герману Рашбиловичу Захаряеву, который делает очень многое для сохранения языка, в том числе культуры, традиции, проводит различные мероприятия, воспитание детей, подрастающего поколения. Уроки Джури сейчас, я думаю, что у нас есть все шансы как бы
передать язык, и культуру, традиции будущему поколению, нашим детям. То есть для того, чтобы сохранить самобытность вот этого субэтноса. Да. Да. А вот, получается, вы сейчас живете в Москве, в мегаполисе, где вы там сталкиваетесь с людьми различных национальностей, в том числе с ашкеназскими евреями. То есть ашкеназские евреи – это европейские евреи, которые исторически жили на территории Западной Европы, затем колоссальная община, которая была уничтожена во время Шоа или Холокоста, проживала на территории Восточной Европы, они говорили на языке идиш, таком старонемецком, очень близком к немецкому языку. Вот какие основные, скажем так, отличия в менталитете, в характере вы чувствуете при общении с ашкенази? Ну, начнем с того, что исторически так сложилось, что один народ, то есть, разделился на какие-то такие, грубо говоря, подветви. Ашкеназские и сефардские. К сефардским причисляются горские евреи, грузинские, бухарские. Есть как бы небольшое отличие, но в целом оно связано с той местностью, то есть, где находился этот народ долгое время, там, века, как сотни лет. То есть отличия, они именно скорее культурные, но религиозно, конечно, это один народ. Да, нас объединяет одна религия. И... Ну да, сильных отличий я не вижу. У нас язык разный, даже во внешности. Вот на меня посмотришь, тоже не сразу скажешь, что я горская еврейка. А тебя вообще принимают за еврейку? Конечно. Принимают. А смотрит на... Можно... Ой, все, я забекала. Сбилась, такую умную мысль хотела сказать. То есть у меня есть очень многие знакомые ашкеназы, которые похожи прям на горских евреев. И я каждый раз: а ты точно не горская? Нет, точно. То есть по внешности, я считаю, не обязательно судить. Меня все вообще... Первый вопрос: ты русская? Нет, у меня вообще русских корней нет. Карина, расскажи про... Значит, у тебя есть... Я говорю то, о чем я вижу, то есть и наши зрители тоже видели прекрасного еврейского мальчика Даниэля, это сын Карины, и ты, соответственно, мама. Расскажи, как ты вообще его собираешься воспитывать, вот какие принципы еврейского воспитания? Мы соблюдаем дома частично кашрут. Как это частично? Мы, естественно, не употребляем свинину, мы не едим то, что вот прям не кошерное, мы не едим. То есть это кролик, это, не знаю, креветки, раки. Мы разделяем посуду. У нас 2 раковины. У нас одна раковина для молочной посуды, другая для мясной. То есть мы стараемся соблюдать кашрут. Мы соблюдаем праздники. Мы ребенку объясняем: сейчас такой праздник, это вот блюдо на этот праздник. Рассказываем историю. Он у нас ходит в еврейский садик с 4 лет. Мы в Ростове жили, он ходил в Оравнер садик. Сейчас здесь он ходит на Красных Воротах, тоже в Эцхайм садик, и зачислен уже в еврейскую школу. Мы стараемся, чтобы он жил прямо в этой среде, общался. И нас чему-то учим. А вот, например, окей, ты, значит, сейчас как раз я так понимаю, что ты не женат. Нет. Вот как раз тебя прорекламируем всем еврейским девочкам. Для тебя обязательно ли жениться именно на еврейке? Да, это очень важно, потому что даже религия у нас, получается, по канонам, она передается через женщин. То есть по еврейским законам Галахе. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети как бы переняли веру, переняли традиции, в общем, воспитывались. А как вы относитесь к так называемым, ну, опять же, может быть, это банально прозвучит, как вы относитесь к выкрестам, да, то есть к евреям, которые приняли христианство. Вот насколько вы считаете это допустимо для вас? Ни одного. Ну, сейчас я скажу, да, как бы на Кавказе мы с этим реже мы сталкиваемся, и практически вообще не сталкиваемся, потому что
как бы жили достаточно как бы комфортно. Я, честно скажу, отрицательно к такому отношению. Сейчас, может, это грубо прозвучит, но я считаю, что это неправильно. Может, где-то родители недовоспитали, недовоспитывали. Ну да, я понимаю, что Полина имеет в виду, но есть еще другой момент, то, что во времена советской власти то есть притесняли, да, сейчас притесняли очень сильно религию, и в том числе как бы существовал какой-то, наверное, антисемитизм. Но я знаю, что точно, что горские евреи никогда этого не старались, вернее, этого не скрывать. Ходили и в синагогу на шаббат, и все праздники соблюдали. Может быть, где-то на улице не распространялись, потому что сложное было время. Но чтобы креститься, нет, я такого не знаю. Ну вот, то есть, например, вы бы негативно отнеслись, если бы, например, ваш ребенок решил принять христианство. Как бы грубо это ни звучало, очень негативно. Я говорю, что не знаю случая, а знаю. Вот дочь Успенской. Я прям возмущалась. Дочь Успенской? Да, давайте поговорим об этом. Так. Успенская. И в каком-то... Татьяна, по-моему, да? Если... Плаксина. Она сказала маме, что она хочет принять христианство. И мама ее поругала. И она это преподнесла, что ой, какая у меня мама, она меня поругала, это мое личное дело. Вот я здесь на стороне Успенской. Не личное дело. Ты родилась еврейкой, ты должна умереть еврейкой. Ну, то есть вот случай, оказывается, законам иудаизма невозможно не быть евреем. Да. То есть, если даже ты принимаешь другую веру, на тебя ответственность и религии, то есть она не отменяется. Что касается переезда в Израиль, то есть как вы вообще относитесь к сионизму, к направлению, в рамках которого вот существует этот посыл, что евреи должны возвращаться на свою историческую родину, а проживание как бы в Галуте, если я не ошибаюсь, в изгнании, ну, является таким порицаемым? Я везде себя чувствую комфортно. И в Дагестане, и в Москве, и также То есть твоя родина — это... Ну как, вот наша историческая родина, конечно, это Израиль. Малая родина, как говорится, это В общем, Дагестан. сейчас человек, 21 век, как бы границы сильно размываются. Человек может жить какое-то определенное время там. То есть где ему комфортно, где у него... где он чувствует себя на своем месте в данный период его жизни. Горские евреи сейчас, если там много лет назад исключительно были там в Дагестане, в Азербайджане, сейчас в Москве, в Питере, Канаде, США, Германии достаточно большие общины. Ну, естественно, Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Балкария, то есть ареал такой. Расселение достаточно большое. Кто-то вернулся в Израиль, кто-то обратно улетел в Россию или с России в США. Ну, или в Израиле я не слышала, что кто-то возвращался, конечно, сюда. Будем верить, к сожалению. А я, кстати, слышал истории про возвращение. Да? Да, из Израиля обратно. Такое случается, когда человек обладал здесь определенным статусом социальным, ну, то есть, да, и приехал в Израиль и думал, что, собственно, там он все это сохранит, а там он все это терял, ну и возвращался в Москву. Но я знаю случаи, когда именно в Москву люди возвращались. В любом случае, как бы, ну, там, говоря за себя и за Карину, Дагестан — это земля наших предков, там похоронены все наши предки, и как бы это... Да, я себя одинаково комфортно чувствую, что там, что в Израиле. То есть эта земля фундаментально всегда будет, останется нашей родиной. Да. Дагестан. Да. Переходим к нашему блицу. У нас 3 вопроса. Вначале я предлагаю, будет отвечать Карина, и затем Борис. Значит, первый вопрос. Что могут дать миру горские евреи в 21 веке? Так как у нас важно образование, могут дать хороших педагогов, хороших врачей, специалистов хороших. Ну, как я и говорил ранее, горские евреи фактически сейчас
во всех сферах, куда ни глянь, там и медицина, и кино. строительство, и кино. Даже занимаясь показами, я для себя отметил, что у нас много режиссеров, продюсеров, актеров. Для меня даже было удивление, когда я узнал, что известный на весь мир диджей, он горский еврей. Имеет сотни миллионов на ютубе, и его практически знают все, кто интересуется так плотно этой музыкой. Жасмин, Он горский еврей тоже. певица. Значит, следующий наш вопрос Блица. Горский еврейский герой, кем вы можете гордиться? Ваши герои. Ну, если брать, у нас есть герои Советского Союза, то есть, которые воевали, это Шатиль Абрамов и Исаия Лазаров. Основатель академического ансамбля танца «Дагестан» Лезгин Катанхо Селимович Исраилов. Илизаров, знаменитый ортопед-хирург. Мой дедушка. Для меня он герой. Сделал большое открытие в области. Елизаров, он горский еврей? Да. Я почему-то думал, что он армянин. Феня Анисимов, махачкалинский бродяга. Бродяга? КВНщик. КВНщик. Дядя Боря. Да. А, кстати, ваш любимый еврейский анекдот? Еврей-дворник. Прошу прощения, вырвалась. Вы говорили о том, что горские евреи могут дать миру специалистов в сфере образования, медицины и в том числе кино. Вот если говорить о кино, то какие особенности, что это вообще такое горское еврейское кино, исходя из твоего опыта, организации показов? Я для себя заметил, что каких-то таких фильмов, не считая документальных, у нас нету. Можно очень интересно показать. То есть, Если на заметку. Да, культуру и традицию. У меня даже есть кое-какие идеи, но на все нужна поддержка, финансирование. Если... Ну вот посмотрите, настоящие горские евреи. Никогда не применят финансирование. Отлично. Еще скажи, еще спонсоры. Спонсоры, да. Ну нам, кстати, тоже нужны спонсоры. Да, мне кажется, здесь всем нужны спонсоры, да. Так что, если что... Так что ставьте лайк. Ставьте лайки, да, потом мы научимся подключать донаты и, в общем, будем нормальными YouTube-попрошайками. Да, в общем, всем нужны спонсоры. 2 братских народа горских евреев. Кого бы вы назвали? Армяне, грузины. Армяне и грузины. Не дагестанцы и азербайджанцы. Даже не знаю. Провокационный вопрос. Естественно. Просто нужно 2 нации Конечно. выделить. Если 2, то я думаю, все-таки, конечно, армяне и грузины. Ты тоже так думаешь? Я думаю, что Даже просто грузины в целом и армяне. кавказцы и в целом остальной мир. 2 братских народа горских евреев. Если так можно выразиться, то да. Ты же племянник дядь Бени. Да. Племянник Давай дяди шутить. Беня. Давайте передадим Сейчас привет. наберем Дядя Беня, ему дядя Беня, пару привет. Передавай. Кладем. Что сделаю? Я говорю, наберем пару шуток, украдем. А мы можем сейчас позвонить дяде Бене и узнать у него шутки еврейские? Это неудобно. Да, можно. Давайте сделаем это. Вот от дяди Бени анекдот, еврейский анекдот от дяди Бени. Давайте сделаем. Давайте. Что делать? Предупреждаю. Да нет, мне кажется, давайте попробуем просто позвонить. В кадре, соответственно. Садись. Потому что дядя Беня звучит очень звучно, по-еврейски, хорошо, поэтому... А ты ничего, что я так назвала твоего дядю? А почему дагестанцев вы не назвали своим? Потому что там типа разные нации. Вот я сейчас да? думаю, надо было все-таки сказать дагестанцы. Ну, дагестанцев тоже много национальностей. Аварцы, кумыки, даргинцы, лезгины. А вы же сказали конкретно 2 назвать. Да. А я не могла бы выделить, например, лезгины и кумыки, не сказать аварцы и даргинцы. Это неэтично. Что ты хочешь, сынок? Мается уже. Что? Даниэль хочет в кадр. Ты хочешь в кадр? Иди. Снимают сейчас? Даниэль, ты хочешь сниматься? А что ты скажешь? Кто ты по нации?
Это кто шел на пальто и Нет, сказал пальто? нет, нет. Здесь нельзя такие шутки. Скажи всем, кто ты по нации? Расскажи о себе. Даниэль, я мальчик. Ну, скажи, кто ты по национальности. Еврей. Куда ты ходишь, в какой садик. Расскажи о себе. Садик. Чем хочу. занимаешься? Садик хочу, где днем, Хожу. где Не хочу, хожу. нет, То, что ты хочешь, садик. мы знаем. Хочу садик, где не надо спать днем. А куда ты ходишь? В какой садик ходишь? Где надо спать днем? Как он называется? Я уже этот садик закончил. Ну, какая разница? Ты сейчас еще продолжаешь ходить. Эсхайм. Эцхайм называется. Это еврейский детский Да. сад. Древо жизни. Ваш горско-еврейский рецепт от плохого настроения. Улыбаться, позитив и всегда нести добро людям. Мой рецепт — это лезгинка и хинкал. Лезгинка и хинкал. Ну, послушай, какой же горско-еврейский рецепт? Это прям так, Горско-еврейский. это такой кавказский настоящий рецепт. Да. Лезгинка и хинкал. И хинкал. А, кстати, Я ты думаю, через пару месяцев как бы станцую. станцуем. Это вырежете.